Приветствую, это Илья и мой канал Антимрак. Поговорим в этом видео о том, почему человек верит в любовь, в частности, в межполовую. Сразу же хочу сказать, что это не есть моя попытка кого-то в чем-то разубедить. Если у человека есть потребность в вере во что бы то ни было, то пусть верит хоть в Карлсона, хоть в Бога, хоть во что-нибудь другое. Кстати, про мое отношение к Богу у меня есть целый плейлист, ссылка ниже под роликом. Так вот, говоря о вере в любовь в контексте межполовых отношений, нужно разобрать саму потребность в вере как таковой. И легче всего это сделать на своем примере, и в плане наглядности для других, и в плане обоснованности такого суждения, потому как ты говоришь лично о своем отношении к этому. Например, почему мое отношение к себе должно определяться наличием или отсутствием отношений с человеком противоположного пола. Я не говорю сейчас о том, что мне нужна женщина, потому что я их не люблю. Я люблю женщин, но почему, так скажем, я должен относиться к идее об отношениях с женщиной как к чему-то первостепенному? В чем первичный мотив? Допустим, половое влечение одного и того же человека в зависимости от его возраста снижается. Просто в силу этого возраста. Если, допустим, люди живут долго в так называемом браке, а познакомились они в раннем возрасте, то и их мотивы, побуждающие их оставаться вместе, менялись. Если, допустим, изначально у них было сильное половое влечение друг к другу, просто в силу возраста, их совместные отношения в большей степени определялись этим фактором. Затем у них могли родиться дети, и с точки зрения биологии в их отношениях нет никакого смысла, потому как репродуктивная функция была бы выполнена. То есть на выше приведенном примере показано, что первичный мотив не заключался ни в какой сказочной любви, которые поют дурацкие песни, снимают дурацкие фильмы и так далее. Общественная система и массовая культура. Общественная система и массовая культура, как ее элемент, побуждают верить в так называемую любовь между представителями разного пола. Массовая культура обращается к инстинкту человека, чтобы снизить уровень его критического мышления и внедрить в его голову идею некой бескорыстной любви, существующей между представителями разного пола, только на основании их разного. Хотя разный пол — это всего лишь физиологический фактор, необходимый для размножения, по крайней мере у людей, как у биологического вида. Но на самом деле человек даже не задумывается, что межполовая любовь — это не данность, а представление, возникающее как следствие воздействия на него информационного шума, создаваемого массовой культурой. Пусть даже межполовая любовь и существует. Но зачем тогда все эти дурацкие песенки, фильмы и книжки, посвященные романтической лабуде? На самом деле я даже не против идеи любви. Меня настораживает сам факт того, что некие недоразвитые персонажи, которые играют такие же актеры, становятся авторитетами для большинства. Видимо, само большинство такое же недоразвитое, как и сами актеры. В этом случае ничего неестественного не происходит, и аудитория заслужила своего авторитета. Ну или кого она воспринимает как авторитета. Просто среднестатистический представитель большинства живет вне видения причинно-следственных связей, поэтому ему нужно что-нибудь попроще. Допустим, показать какого-либо дегенеративного актера, который призовет его проголосовать за какой-нибудь очередной гвоздь в крышку его собственного гроба. Почему, например, меня должно волновать наличие рядом некой особи противоположного пола? Вообще, быть озабоченным исключительно этим фактором довольно странно, будто бы ничего кроме этого не важно. Я вот, например, вижу, что цены на некоторые продукты питания выросли почти в 2 раза, но для политической паствы этот факт, видимо, является чем-то незначительным. Быть способным к мышлению значит быть одиноким. Абсурдность происходящего лишает какого-либо смысла делать что-либо, потому что ты понимаешь, что каким бы ни было большинство, оно всегда выберет руку, которая его душит. При этом оно будет эту руку целовать и облизывать, как верный пес.
Испытываешь потребность в ком-либо, значит, не любишь самого себя. Испытываешь потребность в ком-либо, значит, не любишь самого себя. И я не говорю о любви к себе как о какой-то обязанности, потому что любовь не имеет ничего общего с обязанностью, так как она является естественной. Но это не та любовь, о которой сочиняют произведение всякой романтической лабуды. Это любовь, которая всегда с тобой, и она не зависит от наличия кого-либо рядом. Это любовь, которая не требует никаких условий, потому как она лишь касается твоей честности по отношению к самому себе. Почему, допустим, мое отношение к самому себе должно определяться наличием рядом некоего человека противоположного пола? И речь идет даже не о том, что он не нужен, а о том, почему такое значение придается наличию такого человека. При этом нет четких критериев, по которым бы определялись положительные отношения с таким человеком, либо же имеется в виду сам факт наличия простого человека, просто человека противоположного пола. Почему человек верит в любовь? Человек на самом деле даже не верит в любовь, а сама идея межполовой любви встроена в него массовой культурой через его же инстинкты. То есть с позиции инстинктов вообще не нужно никакое трактование поведения человека, потому как с позиции того же репродуктивного инстинкта программа выполняется в виде зачатия ребенка, либо же не выполняется. То есть с позиции инстинктов не существует никакой романтической лабуды, но человеку навязывается уже общественная программа через тот же самый инстинкт, заставляющая его быть зависимым от межполовых отношений не как от физиологической потребности, а как от чего-то имеющего якобы более высокий, чем просто инстинктивный смысл. Неопределенность как идеологический стержень идеи межполовой любви. Именно неопределенность является идеологическим стержнем идеи межполовой любви, потому как именно неопределенности подвергается человек под ее влиянием. Ему кажется, что есть некая любовь, ради которой нужно жить, предпринимая некие шаги для ее обретения. И это ставит человека в некую зависимость от внешних воздействий на него среды. 20, 30, 40, 50, 60 лет, а любви все нет. Но если мы говорим о любви как о чем-то конкретном, то в чем заключаются ее критерии? И почему значение некой абстрактной любви должно перечеркивать для человека значение его собственной жизни? Будто бы сама жизнь для него должна быть чем-то второстепенным по сравнению с некой абстрактной любовью. Почему любовь не предполагается как побочный продукт, допустим, значения для человека самой жизни, а не будто бы как цель жизни? Не полюбишь самого себя, не полюбит никто. На самом деле, если человек не любит себя, то его не полюбит никто, и уж если существует любовь со стороны кого бы то ни было, то она может быть только следствием любви человека к самому себе. Но массовая культура навязывает стереотип о том, что жизнь человека неполноценна без некой любви по отношению к нему со стороны кого-либо или его любви по отношению к кому-либо. Почему вообще отношение человека к самому себе должно определяться этой идеей? Допустим, вот мне 42 года, и у меня никогда не было женщины. Может ли это быть основанием для меня судить о своей жизни как о какой-то неполноценной, если я удовлетворен ей? Но если я удовлетворен ей, это не означает, что мне такие отношения не нужны, ведь вопрос в том, с кем потенциально у меня такие отношения возможны. Просто люди зачастую трактуют отсутствие чего-либо как признак отсутствия потребности, которая сопряжена с этим. Но даже если есть потребность, то это не означает, что я готов ради неких потребностей вступать в отношения с кем угодно. Учитывая все это, кажется странной идея о какой-то любви, ведь так или иначе человек видит целесообразность тех или иных
отношений только в контексте удовлетворения неких потребностей, но не какой-то абстрактной любви. Любовь к себе – это не следствие намерения или вынужденной меры. Любовь к себе – это не следствие намерения, потому что она возникает вследствие осознания себя как самого близкого человека. Некоторые могут подумать, что так происходит в результате некой изоляции, но это не может быть результатом изоляции, потому что наличие неких отношений означает лишь временное сочетание потребностей двух людей в течение периода отношения которых они могут тешить свое самолюбие статусом любимого или любимой. Я не говорю сейчас о том, что такие отношения это плохо, вовсе нет. Просто измерять отношение к себе сквозь призму того, как относится к тебе другой человек, приведет рано или поздно к разочарованию, потому как ты прямо или косвенно зависишь от оценки себя другим человеком. Значение оценки себя другим означает необходимость определенной степени отказа от собственной свободы. Значение оценки себя другим означает необходимость определенной степени отказа от собственной свободы, потому как ты действуешь в рамках сохранения своего статуса человека, которого любят и который любит. Поэтому, например, люди могут жениться или выходить замуж, или пытаться сохранить так называемый брак, потому как с потерей этой системы отношений, в которую они по сути ввязались добровольно, они лишаются устоявшейся системы ценностей, в контексте которой они видят себя любимыми и значимыми. Но опять же, этим своим статусом в виде определенности, видения отношения к тебе другого человека, ты лишаешься свободы, так как вынужден считаться с потребностями другого человека и поддерживать его некий статус человека социально благополучного. Страшно себе представить, что может случиться с одним человеком из такого союза, если, допустим, один из них умрет от болезни или от старости. На моем канале в плейлисте про любовь у меня есть несколько видео, где я затрагивал тему второй половинки. Ссылка в описании к ролику. Так вот. Люди болезненно реагируют на завершение такой системы отношений, потому как они полностью отождествили свое собственное существование с этим союзом. Они даже не задумываются, что никакие отношения не вечные. Любовь к себе – это не альтернатива любви к тебе другого. Любовь к себе – это не альтернатива любви к тебе другого, потому что настоящая любовь к себе безусловно. Тебе не нужно выполнять для этого какую-то роль, например, примерного мужа или примерной жены, ведь единственный человек, который останется всегда с тобой, это ты сам или ты сама, да? И никакие отношения с кем-либо не заменят тебе отношений с самим собой. И это вовсе не про изоляцию от других, это всего лишь вопрос честности с самим собой, а не стремление сохранить некую комфортную для себя роль, дающую чувство безопасности, ради которой ты отказываешься от своей собственной свободы.